Всем привет! Как оформить длинные волосы, чтобы во фронтальной теменной зоне получилась лесенка, а нижняя часть волос сохранила свою длину? Я разделила всю массу волос на 5 зон и начала со стрижки затылочного блока. Его я простригла в горизонтальных проборах, оттяжка волос 0 градусов, срез прямой. Треугольная секция на схеме будет простригаться отдельно, это зона макушки. После оформления затылочного блока я приступаю к стрижке зоны макушки. На схеме показано, как я выделяла зоны на голове. Зона макушки выделена треугольной секцией, горизонтальным пробором от наивысшей точки головы и вертикальными проборами от лобных впадин, а вершина треугольника заканчивается чуть ниже макушки. Эта зона простригается вертикальными проборами, а угол среза на удлинение к макушке. Далее я делала стрижку височных зон. Горизонтальным пробором выделяется контрольная прядь в зоне над ухом, и все последующие пряди подтягиваются к ней и срезаются. Следующим этапом я простригаю фронтально-теменную зону. По центрально-вертикальному пробору выделяется контрольная прядь, оттягивается на лицо параллельно полу и простригается. Все последующие пряди подтягиваются к предыдущей. После того, как мы простригли фронтально-теменную зону, я приступаю к оформлению зоны челки. Я буду формировать длинную челку-арку. Для этого выделяю диагональный пробор под желаемым углом челки, то есть насколько челка должна быть закругленной. Параллельно этому пробору делаю срез на желаемую длину. Выше контрольной пряди выделяю точно такой же пробор, подтягиваю волосы к контрольной пряди и срезаю точно так же. После того, как я простригла одну сторону челки, я приступаю к другой и делаю то же самое. Здесь можно в динамике увидеть небольшие фрагменты моего процесса стрижки. Такой вариант оформления подходит обладательницам любых длинных волос, которые хотят сохранить длину, но при этом, чтобы волосы у лица и верхней части головы имели красивое оформление. И вот такой результат у меня получился после того, как я доработала стрижку на сухих волосах. Друзья, пишите в комментариях, понравился ли вам результат. А еще, чтобы не пропускать новые публикации, обязательно подписывайтесь. Впереди много интересного. Спасибо, что досмотрели. Всем пока!